Офис переполошился, в кабинете начальника разворачивалась драматическая история. Были слышны крики и оскорбления, казалось, что сейчас начнется драка. Сотрудники слышали очередное злобное рявканье их директора. Второй голос был моложе и массивнее. Коллектив не знал, в чем причина скандала, но одно им было известно хорошо: подчиненный больше не держался за свою должность. Он решил в клочья разнести начальника и его методы воздействия на сотрудников. Выскочивший из офиса парень был взъерошенным и красным, но он широко улыбался, ему давно хотелось именно так выпустить пар на заносчивого шефа. Бывший программист уверенно шел вперед, сжимая под мышкой горшок с кактусом. Старенький Volkswagen ждал его на парковке. Игорь сел в него и направился домой. По пути молодой человек купил роллы и газировку без калорий. Он и правда был доволен произошедшим. Хватит с него начальников и тупых коллег. Теперь молодой человек решил работать сам на себя. Перебирая в голове поток мыслей, Игорь подъехал к жилому комплексу, в котором снимал квартиру. «Чего такой грустный, Игорек?» – спросила старушка на лавочке. «Все хорошо, баба Тома, просто я только что с работы уволился», – сказал парень. «Теперь буду дома работать и получать в разы больше». «Вот молодежь», – осуждающе сказала вторая соседка, баба Даша. «Раньше мужики на заводах пахали, а эти дома сидят. Какие такие деньги ты дома зарабатывать собрался? И жрешь вон, как конь. Столько еды на одного. Да и вообще, мужик, и один. Тебе жена нужна, детей рожать пора давно. А ты дурью маешься». Игорь махнул рукой и вошел в подъезд. Бабули тут же стали перемывать ему кости. Парень все понимал, не от хорошей жизни эти старые женщины изрыгают злость и костерят его. Всему виной тотальное одиночество. Он никогда не вмешивался в эти склоки, ему было плевать на чье-то мнение. Он повернул замок в тяжелой металлической двери. Все кончено. Он больше никогда не будет работать в офисе за копейки. Но если, конечно, жизнь не вынудит его. У него было шикарное портфолио, говорящее о том, что Игорь – прекрасный специалист своего дела. Вроде даже стыдно, будучи профессионалом, работать на низкооплачиваемой должности. Жизнь стала меняться с такой скоростью. Игорь не ожидал такого. Он быстро нашел работу в сети и стал зарабатывать в 3-4 раза больше, чем на последнем рабочем месте. А как-то на его пути повстречалась хорошенькая белокурая девушка. В тот день парень вышел прогуляться ранним утром. Барышня сидела на лавочке и пила кофе, вытянув ноги на тротуар. Игорь едва не убился об них. Он шел погруженный в свои мысли и не заметил девушку. Они познакомились, разговорились и отправились гулять. Потом пара стала видеться каждый день, и тут Игорь заметил некоторые странности. На девушке всегда была одна и та же одежда. Она как-то стала сторониться парня, как будто сама себя стеснялась, а он влюбился. Ему стали небезразличны эти глаза, волосы и манящая улыбка. И вопрос о том, есть ли у нее дом, его уже не волновал. В жизни всякое случается, иногда ее события бывают очень жестокими. «Наташ, переезжай ко мне», – предложил Игорь. «Не смотри на меня так. Меня не волнует, есть у тебя крыша над головой или нет. Главное, что она есть у меня, и я предлагаю тебе жить под ней вместе». Она долго раздумывала, но в итоге все же переехала к молодому человеку. «Ой, подобрал подзаборную», – сетовали бабки у подъезда. Они каждый день обсуждали связь молодого соседа с беспризорницей. А Наташа, слыша грязь за спиной, ходила постоянно расстроенная. Она не понимала, почему эти пожилые женщины такие злые и агрессивные. Да и правда, хорошая девчонка не будет с ним встречаться. Безработный, дома дурью мается за компьютером, врет всем, что деньги зарабатывает. Небось на кредиты живет, поэтому ему только бомжиха и светит. Орала громче всех баба Даша, грозя пальцем вслед молодым людям. Наташе было очень больно, и парень это видел. У него не получалось объяснить ей, чтобы она перестала обращать внимание на бред полоумных старух. Игорь каждый день беседовал с ней на эту тему, но девушка продолжала болезненно реагировать на сплетни соседок. Они пришли домой. Наташа сходила в душ и переоделась в одежду, которую ей купил Игорь. Теперь она понимала, что с каждым днем становится счастливее рядом с этим человеком.
Тем более, что парень зарабатывал все больше, и девушка могла себе позволить не работать, а заниматься любимыми делами. Наташа очень любила рисовать. Игорь купил ей ноутбук и графический планшет. Она начала развивать свой талант, и, надо сказать, у нее это прекрасно получалось. Через некоторое время она рисовала иллюстрации для фотостоков, которые отлично продавались. Наташа была очень рада, что у нее появился свой собственный маленький доходный бизнес. Девушка была очень милой и доброй, но Игоря смущало то, что она так и не сказала ему, кем является и почему оказалась на улице. У Наташи был только паспорт, по которому она восстановила остальные документы. Но парень не знал, кто ее родители, он вообще ничего не знал о ней. Как-то он уехал на полдня из дома, пришлось пробежаться по магазинам, чтобы купить запчасти для компьютера. Дома он застал Наташу, заплаканную и расстроенную. Я вышла в магазин за продуктами. Они меня обступили. Пальцами тыкали и глумились надо мной, девушка билась в истерике. Парень пытался разговаривать с соседками, не раз и не два, но все было без толку, они травили Наташу, как только она появлялась на улице. Дошло до крайности, девушка перестала выходить из дома. Молодой человек больше не мог терпеть такое и решился на крайние меры. У Игоря были накопления в банке, за 6 лет собралась приличная сумма. Парень отправился в отделение и снял все деньги со счета. «Значит так, мы съезжаем отсюда и покупаем дом. Я давно об этом мечтал, пора свою мечту осуществлять», — сказал молодой человек Наташе. «Здесь 2 с небольшим миллиона, плюс сумма с продажи недвижимости покойной мамы. Так что мы можем себе позволить небольшой современный загородный домик». Она смотрела на него, как на ненормального. Ей не верилось, что ради нее он готов потратить все свои деньги, лишь бы старые склочницы перестали девушку нервировать. А Игорь был счастлив. Всего 3 месяца назад у него была другая жизнь, а теперь есть невеста, с которой он переезжает в свой дом. Он наблюдал, как грузчики носили коробки в машину. Когда последняя была поставлена в грузовик, молодые закрыли квартиру и спустились вниз. «Игореша, тебя выперли из квартиры за неуплату», — оскалилась старуха на лавке у подъезда. Наверное, нищенка его разорила. «Теперь вместе будут на пустыре у мусорки жить», — вторила ей вторая. «Вообще-то мы купили дом, поэтому съезжаем», — спокойно ответил Игорь. «Вы, старые кошелки, сами на нищенскую пенсию живете, а девчонку затравили, что она не миллионерша. Только и знаете, как желчь лить на окружающих целыми днями». Они сели в машину и уехали. Как только автомобиль скрылся за поворотом, болтовня возобновилась. Старухам было плевать на сказанное в их адрес. «Слушайте, если вы такие умные, что ж вы в лицо не признали эту барышню?» Из окна 1-го этажа вдруг высунулась женщина. Бабки на миг обомлели и снова озлобились. Как она могла помешать им обсуждать уже бывших соседей? Помните историю про Никиту Саврасова, криминального авторитета? Он с олигархами что-то не поделил, продолжила женщина в окне. Так вот, эта девушка, Наташа Саврасова, она пропала несколько месяцев назад. Ее фото постоянно крутили в новостях. А теперь, старые идиотки, бойтесь. Ее отец вас убьет, когда узнает, как вы ее травили. Дама закрыла окно. Соседки сидели молча, шокированные услышанным. Молодые люди быстро освоились в новом доме. Наташа занималась обустройством ландшафта, она сажала все новые растения. Вскоре двор стал похож на экзотический парк. Парень и девушка уже были женаты, но молодая супруга все равно выглядела несчастной. Она словно периодически погружалась в глубочайшую депрессию и переставала радоваться жизни. Однажды утром Наташа увидела, как к дому подъехал до боли знакомый автомобиль. Она вбежала в кабинет к мужу и попросила его отложить все дела. Больше молчать девушка не могла. «Игорь, я дочь Никиты Саврасова. Мой отец – бандит. Меня не раз похищали ради выкупа, и я устала жить в постоянном страхе. Поэтому мне пришлось сбежать на улицу. Там ты меня и нашел», – сказала Наталья. «Я не хотела тебе это говорить, думала, что та моя жизнь уже окончена. Но теперь у ворот стоит машина отца». Игорь вышел на улицу к автомобилю.
Его встретил крупный мужчина, настроенный совершенно беззлобно. Было понятно, что он хочет просто поговорить. Они сели в беседке и стали пить кофе. «Я сам виноват. После смерти жены приобщил дочь к такой жизни. Она испугалась и поэтому сбежала из дома. Я плохой отец, но я очень люблю ее. Вижу, что ты ее тоже любишь и оберегаешь», — сказал Никита. «Я ни в коем случае не буду вам обоим мешать. Просто хочу помириться с Наташенькой. Она вас тоже очень любит», — ответил Игорь, «но при этом безумно боится и трясется от страха, что вы не простите ее побег. Поэтому Наташа сейчас сидит в доме и опасается выходить. И еще, Никита Васильевич, ваша дочь беременна, ей нервничать ну никак сейчас нельзя. Вот ее номер, пока переписывайтесь, а потом и увидитесь. А когда ребенок родится, добро пожаловать к нам самым желанным гостем. Ого, я скоро дедом стану». Никита широко улыбнулся. «Тогда я на Наташу открою счет. Хочу, чтобы ее ребенок родился в хорошей больнице, и чтобы ваша семья ни в чем отказа не знала. Не буду настаивать на обратном», — улыбнулся Игорь. «Слушай, я хочу подарок ей сделать. Что она хочет?» «Я знаю, моя Наташка всегда чего-то хочет», — сказал мужчина. «Она мечтает о художественных кистях ручной работы из натурального материала. Они стоят баснословных денег, пока мы себе такие позволить не можем», — сказал молодой человек. «Такому подарку ваша дочь безумно обрадуется». Как только внедорожник скрылся за поворотом, из дома вышла бледная Наташа. Игорь передал жене весь разговор, слово в слово. Несмотря на то, что примирение пока не произошло, настроение девушки улучшалось с каждым днем. Они с отцом стали близко и часто общаться по телефону. Теперь Наташа понимала, ее жизнь стала налаживаться. Через полгода родилась здоровая девочка. С этого момента девушка была готова встретиться с отцом. Но она не знала, что эта встреча очень быстро произойдет. У роддома они стояли рядом, ее самые любимые мужчины. Каждый из них держал по огромному букету, улыбался и был счастлив. Отец и дед смахивали редкие слезы и с благоговением смотрели на малышку. «Новая принцесса в семье», – растроганно сказал Никита Васильевич. «Спасибо тебе, дочь, что простила меня». Наташа улыбалась, она так была рада, что у ее любимой доченьки есть теперь дед. Они сели в автомобиль Никиты Васильевича, и все вместе поехали домой. Теперь отец Наташи часто приезжал к ним в гости. Он щедро пополнял счет семьи, а еще стал нянькой для малышки. Дед часто присматривал за ней, когда молодые хотели отдохнуть. «Я очень рад, что ты помирилась с отцом», — сказал как-то Игорь Наташе. «Семья — это важно. Моя мать отказалась от меня в роддоме, а спустя много лет выяснилось, что она завещала мне свой дом. Там, правда, была старая изба, да участок земли небольшой, но все же. Я простил ее. Не знаю, почему она так поступила, бросив меня, но все-таки простил. Мне самому потом от этого легче стало. А твой отец очень любит тебя и нашу Элинку. Любовь родителя дорогого стоит. Я тоже рада. Правда, наши с папой отношения стали совсем другими, чем до моего побега», — ответила жена. «Но они теперь иные, теплые и близкие». Они просидели весь вечер в своем прекрасном саду. Рядом стояла коляска, в которой мирно спала маленькая Элина. Потом она проснулась, папа начал играть на гитаре, а мама — петь песни. Малышка смотрела на них и улыбалась. Это была первая улыбка девочки. Заметив ее, Наташа прослезилась, схватила телефон и начала фотографировать дочь. Они с Игорем радовались такому прекрасному моменту, и оба понимали, для счастья нужно совсем немного. Девиз взрослого человека – меньше тайн, чище совесть.